Многие из нас с детства знакомы с вязанием. Это рукоделие любят за медитативность и практичность. Но как с его помощью добавить себе стиля? Правила доминанты. В первом видео на тему хорошего вкуса я говорила о том, как важно, работая над изделием, выделять один главный элемент и подчинять ему остальные детали. Это принцип доминанты, основанный на физиологических механизмах работы мозга. Принцип доминанты помогает создавать гармоничные и выразительные вещи практически в любой сфере. Хороший вкус в вязании определяется теми же универсальными законами восприятия. Сегодня разберем классические примеры гармоничных вязаных изделий, а также неудачные и нестандартные варианты стилевых решений. Классика и один фокус. Классическое произведение искусства всегда выглядит цельно и гармонично. Действует правило «только один акцент». В случае с вязанием фокусом обычно становятся текстурные узоры, цвет пряжи, силуэт изделия и форма деталей, орнамент и декор как особый акцент. Если главным элементом будут текстурные узоры, араны, косы, шишечки или жгуты, правильнее будет использовать пряжу спокойных нейтральных цветов. Молочный, бежевый, серый, хаки, терракот и другие природные оттенки поддержат ассоциации с натуральностью толстых нитей, а вещь будет выглядеть дороже. Особенно подойдет светлая, хорошо скрученная пряжа, чтобы тени не растворялись на темном полотне, а объем держался прочно. Если хочется сочетать жгуты и более яркие цвета, форма изделия должна быть очень простой. Интересно и модно сегодня выглядят такие вещи в размере оверсайз. Они выделят вас из толпы и отлично согреют в холода. Если цвет является вашим главным акцентом, желательно, чтобы вязаное полотно было довольно гладким. Лицевая гладь, резинка, жемчужный узор и тому подобное. Сложные фактуры на ярком цвете часто выглядят перегруженно и теряют читаемость. Использование нейтральных цветов в гладких изделиях простой формы иногда выглядит слишком минималистично. Но такие вещи становятся хорошей базой для использования аксессуаров, шарфов, брошей, яркой бижутерии и так далее. Когда речь идет о тонком, пушистом, ажурном полотне, то здесь идеально смотрятся светлые, нежные пастельные оттенки. Они подчеркивают женственность, воздушность и изящество изделия. А главное, в светлых тонах узор обычно лучше просматривается. Если главным акцентом становится форма, например, объемные рукава, архитектурная горловина, асимметрия, тогда остальные элементы изделия классического стиля должны быть максимально спокойными. Чаще всего для стильной вещи подойдет гладкое полотно без крупных фактур, графичный декор, нейтральная палитра, выразительный черный цвет и темные тона, пряжа, которая хорошо держит форму. Актуальные силуэты на сегодняшний день – это свободный оверсайз, прямой силуэт с акцентным воротником, укороченные модели, объемные рукава и удлиненные манжеты. В классических вещах орнамент обычно используется локально – на кокетке, манжетах, в нижней части изделия. Остальная часть лучше одного цвета. При этом хорошо, если он повторяется в орнаменте или сочетается с ним. Когда узор покрывает все полотно, важно придерживаться сбалансированной гаммы, мягких пар оттенков или монохрома, чтобы вещь оставалась утонченной и не переходила в этнический стиль. Полосы – один из самых распространенных приемов в вязании. Они могут выглядеть удивительно элегантно,
если выдержаны в правильной палитре. Графические мотивы хорошо смотрятся при условии, что они являются единственным акцентом. Отдельная категория – графические изображения, сказочные персонажи, животные и тому подобное. Такие приемы часто используются в вещах для досуга, детской, спортивной и пляжной одежде. Но даже тут важно избегать чрезмерного многоцветия. Лучший вариант – выбрать 2-3 подходящих цвета и нейтральный фон, который объединит композицию и позволит рисунку оставаться читаемым. Для вязаных вещей классического характера лучше выбрать вышивку в тон основного полотна или в близких оттенках. Такой подход создает цельный, благородный образ, поддерживает стиль изделия и смотрится изысканно. Яркие, крупные или объемные мотивы бывают уместны в детской, домашней и неформальной одежде, в моделях с праздничным или этническим характером, а в городской классике они могут выглядеть слишком декоративно и упрощать образ. Блестящую нить и пайетки лучше вплетать точечно, в резинку, в край узора или тонкой дорожкой вдоль деталей. Если такая нить используется по всему полотну, она должна давать мягкое, деликатное мерцание. Лучше выбирать декор, близкий по тону, и не использовать вычурные силуэты и узоры. Декоративные бусины должны по размеру соответствовать толщине пряжи, а пайетки допустимы при локальном или равномерном распределении. Так они создают легкий утонченный блеск, не превращая вещь в вечерний наряд. Вязание крючком создает выраженную фактуру, которая часто ассоциируется с народным творчеством и хендмейдом. Поэтому лучше всего изделия раскрываются в естественной природной гамме. Белый, бежевый, коричневый, оливковый, серый и оттенки льна подчеркивают ремесленный характер полотна и создают стильный образ. Где же уместна яркость? Детские вещи и аксессуары, игрушки, пляжные модели одежды и сумок, акцентные сумки и аксессуары. Если законы классики не для вас, то заинтересует направление в искусстве, которое сознательно нарушает принцип одного фокуса. Здесь чем больше акцентных деталей, тем лучше. При этом все элементы, например, объемная вязка, цвет, вышивка, кружево, орнаменты, бусины и пайетки, работают вместе на создание единого оригинального образа. Это максимализм. В вязании он чаще всего представлен в следующих формах. Этно, фолк. Полотно зачастую полностью покрыто декором. Используются традиционные мотивы и яркие сочетания цветов. Идеально подходят шерстяные и полушерстяные пряжи. Бохо-шик и стиль хиппи. Свобода формы, многослойность, сочетание разных фактур, орнаменты, бахрома, вышивка и объемные элементы. Здесь уместно почти все. Главное, чтобы вещь передавала ощущение свободы и легкости. Пляжный стиль. Смелые оттенки, активный принт, сетчатые узоры, хлопок и вискоза. Яркость здесь правило, а не исключение. Кич предполагает ироничные решения, преувеличенно крупные декоративные элементы и смелые цвета. Это специальная игра со вкусом и сознательное нарушение классики. Проверяем стиль своих изделий. Один четкий акцент, сбалансированная цветовая гамма, классика. Слишком много акцентов в классике. Вещь становится перегруженной. Много объемных узоров, деталей и цветов, создающих единство, максимализм. Простой силуэт, ненасыщенный цвет и гладкая вязка, недостаточно акцентов. Вещь требует дополнения аксессуарами. Итак, классический хороший стиль в вязании – это умение управлять акцентом. Определив, что именно станет главным,
цвет, фактура, силуэт или орнамент, вы сможете создавать изделия, которые выглядят гармонично и продуманно. Но если вы хотите вязать броские и неординарные вещи, нарушайте все правила и осознанно уходите в максимализм. Творчество – это территория свободы и самовыражения. Успехов!